Всем привет! 2022 год начался с ожидаемо плохих новостей. Всемирный банк опубликовал доклад о перспективах глобальной экономики после пандемии, в котором отдельная глава посвящена проблеме усугубляющегося долгового бремени государств. Еще в 2020 году совокупный мировой долг достиг 263% ВВП, что является самым высоким показателем за последние полвека. А в отсталых экономиках государственный долг увеличился на 9%, до 63% ВВП, показав самый быстрый рост за 3 десятилетия. Внятных предложений по выходу из сложившейся ситуации авторы доклада не дали. Однако отметили, что рассчитывают на добрую волю отдельных стран, прежде всего Китая и крупных частных кредиторов, призывая их в полной мере участвовать в усилиях по облегчению долгового бремени развивающегося мира. В этом году беднейшим странам предстоит выплата по долгам в размере 35 миллиардов долларов. Причем более 40% этой суммы приходится как раз на КНР с его мегапроектами в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Китай возлагает на него большие надежды. Этот гигантский инфраструктурный проект призван пронизать транспортными нитями несколько континентов и подчинить местные рынки китайскому капиталу. А там недалеко и до всемирного господства, за которое китайский бизнес вступил в ожесточенную схватку с нынешним гегемоном мировой экономики – Соединенными Штатами. Посредством экономического и политического давления на конкурентов государства расчищают путь национальному капиталу на внешних рынках сбыта и открывают доступ к источникам ресурсов. Борьба за лидерство в мировой экономике заставляет Китай бороться за то, чтобы закрепить свое господство над рядом менее развитых стран. Для этого ему необходимо установить с этими странами устойчивые отношения неэквивалентного обмена, вовлечь их в собственную орбиту и подчинить интересам своего развития. О том, что такое неэквивалентный обмен в мировой экономике и как участие в нем влияет на развитие богатых и отсталых стран, мы снимали отдельный ролик. В терминологии британского марксиста Дэвида Харви китайцы создают свою пространственно-временную фиксацию для глобального накопления капитала. Этот термин означает инфраструктуру, позволяющую доминировать в торговле, прямых инвестициях, эффективно эксплуатировать дешевую рабочую силу в других странах, то есть создавать выгодные условия для своего национального капиталиста за рубежом. Многомиллиардную инициативу Пекина «Один пояс, один путь» называют китайским планом Маршалла, который преследует цели завоевать мировое господство, стимулировать экономический рост и повысить авторитет Китая в мире. Этот проект объединил две другие крупные программы – экономического пояса «Шелкового пути» и морского «Шелкового пути» 21 века. Пояс и путь распространяется на территорию 71 страны, от Юго-Восточной Азии до Восточной Европы и Африки, на которые приходится половина населения Земли и четверть мирового ВВП. По прогнозам, эта гигантская транспортная сеть обойдется более чем в $1 триллион. Несмотря на то, что официально «Один пояс, один путь» – глобальный проект, открытый для участия всем странам, главным его спонсором является Китай, а китайские фирмы выступают крупнейшими подрядчиками, участвуя в строительных работах по всему миру. Помимо прочего, для КНР данная программа является попыткой выйти из глубокого кризиса перенакопления капитала, в котором экономика страны пребывает последние годы. С началом мирового экономического кризиса прирост ВВП Китая показывает отрицательную динамику, снизившись с 14 до 6% к 2019 году. Это не случайно. Последние годы мировой рынок находится в стагнации, а экономика Китая в значительной степени зависит от экспорта. Если детально рассмотреть структуру ВВП Китая, то в глаза бросается преобладающая роль инвестиций в экономике, серая кривая на графике, доля которых постоянно растет и в 2019 году достигла 44%. Инвестиции, направленные в основном на расширение производства, говорят об очень высоких темпах накопления, что при недостаточном внутреннем спросе и сокращающемся экспорте товаров будет означать перепроизводство и относительное перенакопление в реальном секторе. Его признаком является постоянное снижение показателя загрузки производственных мощностей. В 2019 году, то есть до пандемии, он составил всего 76%, в то время как в 2007 году превышал 87%. Избыточное накопление в экономике Китая выражается также в стремительном росте нереализованных складских запасов. Это те продукты, которые были произведены, но не могут быть проданы из-за недостатка платежеспособного спроса. Макроэкономическая статистика записывает их в инвестиции. Особенно остро эта проблема перепроизводства проявила себя в строительном секторе. Строительство вместе с сопутствующими секторами составляют 30% годового ВВП Китая. Огромная доля, намного больше, чем в других странах мира. Оно было ключевым фактором быстрого экономического роста Китая на протяжении нескольких десятилетий.
Однако в последние годы на фоне падения спроса застройщики все чаще прибегали к финансированию своих проектов за счет стремительного наращивания долга. Показательным пример компании Evergrande, девелопера с обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Однако построенные на заемные средства дома оказалось невозможно продать, и компания попала на грань банкротства. Всего же в 2021 году в Китае пустовало 65 миллионов объектов жилой недвижимости. На этой площади можно расселить граждан целой Франции. В условиях кризиса перенакопления проект «Один пояс, один путь» становится жизненно важным клапаном, через который Китай выводит избыточный капитал из национальной экономики, находя его приложение за границей. Например, в Африке, где действует программа «Помощь в обмен на ресурсы», китайцы вкладываются в инфраструктуру региона, что облегчает им импорт ресурсов из африканских стран. Подобные проекты, как правило, закрепляют за китайским капиталом привилегированное положение в этих регионах, в том числе за счет фиксации определенных условий по стандартам, нормативам, техническим требованиям, способам финансирования и так далее. То есть принимающие экономики вынуждены следовать заданным Китаем стандартам. Например, при строительстве инфраструктурных проектов типа морского порта оговариваются основные поставщики оборудования, строительных материалов, а также то, какие суда будут обслуживаться там и в каком приоритете. Страны-реципиенты уже не могут быстро переключиться на других поставщиков, поскольку для них возрастут издержки по их интеграции, переучиванию рабочих, внедрению новых стандартов и так далее. Еще в 2009 году КНР стал крупнейшим торговым партнером Африки, обогнав США. К 2020 году объем торговли превысил 170 миллиардов долларов. Китайские прямые инвестиции в страны Африки показывают также тенденцию к росту. Больше всего из Африки китайскими компаниями вывозится нефти, около 50% всего импорта. Основные поставщики – Ангола, Судан и Алжир. Также импортируется железная руда, золото, платина из ЮАР, кобальт и медь из Демократической Республики Конго и Замбии, 46% габонского леса, 60% леса Экваториальной Гвинеи. Такие связи по своему содержанию напоминают отношения подчинения, которые складывались между Великобританией и ее крупнейшей колониальной территорией Индии. Там возводилась современная транспортная инфраструктура, необходимая для вывоза сырья и ввоза готовых изделий. Финансирование осуществлялось за счет британского заемного капитала. В счет уплаты долга Индия вынуждена была отдавать Великобритании валюту, заработанную на внешнеторговых операциях. Эти средства шли на погашение индийского торгового дефицита. Китай также не по доброте душевной приносит в Азию и Африку проект «Один пояс, один путь». Инвестиции в программу – это не гуманитарная помощь, а заем, который многие бедные страны оказываются не в состоянии погасить. Американская исследовательская лаборатория Eight Data посчитала объемы долгов развивающихся стран перед Китаем за последние годы и обнаружила, что они намного больше, чем считалось ранее. 385 миллиардов долларов в 2021 году. Эти долги не учтены международными рейтинговыми агентствами, исследовательскими институтами и межправительственными организациями. При этом для 42 стран такие кредитные обязательства перед Китаем уже превышают 10% от их ВВП. В среднем объем таких скрытых долгов для стран с низким и средним уровнем дохода составляет порядка 6% ВВП. Большая часть таких обязательств не фигурирует в государственных балансовых отчетах развивающихся стран. И даже сами правительства могут не знать точную сумму долгов, которую им придется обслуживать в будущем. За время действия проекта «Один пояс, один путь» Китай вложил более 80-43 миллиардов долларов в строительство мостов, дорог, портов, больниц в десятках стран Африки и Центральной Азии. И почти 70% этой суммы было выдано не государством, а совместным предприятиям стран в виде кредитов, так как многие бедные страны уже были избыточно закредитованы и не могли позволить себе брать новые обязательства официально. Россия – самый крупный из заемщиков Китая, с долгом в 125 миллиардов долларов. Наша страна плотно сотрудничает с КНР в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В июле 2017 года Россия и Китай договорились о создании полярного шелкового пути. А в июне 2018 было подписано соглашение между Внешэкономбанком и Банком развития Китая о кредитах на 9,5 миллиардов долларов для финансирования инфраструктурных проектов в Арктике. Через год было достигнуто соглашение с китайским морским шелковым путем. В результате сделки китайская национальная нефтегазовая корпорация приобрела 20% акций завода СПГ на Ямале, а фонд «Шелкового пути» стал владельцем еще почти 10% его акций. Рост закредитованности бедных стран перед Китаем означает, что для них возникает риск оказаться в долговой кабале. Несмотря на то, что КНР иногда списывает долги партнерам, 44% кредитного портфеля обеспечено залогами. То есть Китай может изъять активы у должника в случае необходимости. Показательный пример Шри-Ланки.
правительство которой в 2010 году заключило контракт с китайской компанией на $1,5 миллиарда на строительство нового порта. Долг выплатить не удалось, и правительство согласилось сдать порт и 60 квадратных километров вокруг него в аренду той же китайской компании на 99 лет. А в 2011 году Китай списал долг Таджикистана в обмен на передачу земель площадью более 1000 квадратных километров. «Один пояс и один путь» – коммерческий проект, единственная цель которого – извлечение прибыли. Жители бедных кварталов столицы Кении Найроби в полной мере ощутили это на своей шкуре. В конце 2021 года бульдозеры снесли лачуги, в которых проживало 40 тысяч человек. На этом месте будет возведена эстакада крупной магистрали, которая строится китайской компанией. Люди потеряли одежду и личные вещи, а сотни семей теперь спят в шалашах среди развалин. Погиб один человек. Тех, кто пытался протестовать и вставал на пути строительной техники, ждали полицейские дубинки. Скоростная автомагистраль протяженностью 27 километров свяжет международный аэропорт с центральным деловым районом и элитными жилыми кварталами Найроби. Строительство финансируется китайской дорожно-мостовой корпорацией. А пользование дорогой будет платным, иначе застройщик не получит прибыли. Местные жители возмущены таким варварским вторжением в их жизни и недоумевают, для кого строится эта дорога. Кения – бедная страна, где количество автомобилей не превышает 30 на 1000 граждан. Даже общественный транспорт здесь будет ездить только дорогой, доступный лишь обеспеченным кенийцам. Большинство населения города передвигается по городу на матату. Это такие убитые маршрутки, где пассажиров перевозят как сельди в бочке. Так вот, у их владельцев, малого бизнеса, не будет возможности оплачивать проезд по новой дороге. Кстати, она тоже строится Китаем в долг. Все вышесказанное позволяет многим исследователям называть политику Китая по отношению к Африке эксплуататорской, неоколониальной и относить ее к новой форме империализма. В Африке китайский бизнес обвиняют в несоблюдении экологических и санитарных норм, прав трудящихся, в организации коррупционных схем и так далее. Впрочем, при этом нельзя не признать, что существует и реальная помощь африканским и азиатским странам, которую оказывает Китай в строительстве школ, малярийных центров, а также в медицинских и сельскохозяйственных проектах. Однако законы капитализма заставят вернуть инвестиции с прибытком. А значит, заманчивый калач иностранных инвестиций непременно обернется и уже оборачивается для отсталых стран бесконечной жизнью взаймы.